Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Пекарня. Наследство». Наша Зоя, как видите, уже при деле. С последней серии прошло, получается, примерно неделя, наверное. Ну, дней 5 точно, если честно, потому что в это время она активно прокачивала навык механики, чтобы сегодня был большой день, в который мы наконец-то откроем хотя бы входную дверь, и чтобы она не бегала вокруг всего своего строения и владения. Вот. Ну и, в принципе, это будет уже такой первый большой шаг в направлении расхламления и улучшения качества жизни нашей Зои. Потому что как только мы откроем входную дверь, мы уже дальше сможем, кстати, а, окружение наше улучшить. Потому что следующим я планирую купить разрешение на того, чтобы, в общем, убрать все вот эти коряги, мусор вокруг нашей пекарни, чтобы ее немножечко облагородить. Вот, потом посмотрим, как мы пойдем. Я думаю, что следующее будет пекарня, потому что мы там уже хорошо продвигаемся. Так, давайте мы ее оставим в покое, пусть она продолжает читать, потому что я, в общем, настрогала тут кучу мебели, если честно. Мы ее, кстати, потом продадим, чтобы у нас было... В общем, мы будем копить 5000, потому что сейчас, конечно, у нас их нету. Вот, но нет, не здесь. Где у нас? Вот здесь у нас уже приличная сумма. И у нее еще очень много фруктов и овощей. Я думаю, что продав кучу всего, мы накопим 5000. Я по этому поводу не переживаю. А именно столько стоит разрешение на то, чтобы открыть входную дверь, и нам нужна шестая механика. Она уже на 5,5. Вот, уже наступило лето, вот так пока выглядит наша пекарня. Сейчас я вам покажу, что у нас тут в холодильничках. В прошлый раз мы, конечно, немножечко облажались, в том плане, что все распродано было. Это было неожиданно, тут чуть-чуть что-то еще есть. Но в целом, кстати, дела в пекарне идут очень даже неплохо. Продавать не надо, я хотела вот это помаду. Что идут достаточно неплохо, у нас 15 продаж было, 256, и перед этим у нее тоже были такие приличные суммы. В итоге, кстати, получается у нас где-то уже 600 с чем-то симулионов, даже, возможно, больше. Да, наверное, где-то 700 симулионов она уже заработала чисто пекарни, что не может не радовать. Ну что ты там продвигаешь? Нет, она с собачкой играет. Ну, что за человек? Она с собакой играет. Собака, конечно, это хорошо. День 34. Так, собака, конечно, это хорошо, но вообще-то нам нужно прокачивать навык, потому что я уже хочу это открыть. А заново? Почему заново? Стоп. Ну, должен продвигаться вообще-то навык. Вот еще надула лужу. Ну, это нормально, мы на улице, все хорошо. Да, продолжай. Нам чуть-чуть осталось, 64% уже. Уже больше, чем наполовину. Так, я бы, наверное, открыла пекарню, но без нее. Потому что как только она закончит, вот, во-первых, у нас, конечно, сад в таком ужасном состоянии, потому что эти все дни она только и делала, что прокачивала механику, потому что все остальные навыки, плюс-минус, они так и прокачиваются. Ну, то есть там готовка, садоводчество, что там нам еще нужно, сейчас я гляну. Нам еще нужно, ой, харизма, нам еще фитнес нужно. Ой, много чего на самом деле нам. Изысканная кулинария. Ну, в общем, я немножечко подзабила, если честно вам признаться. Ой-ой-ой, мы опять издеваемся над собакой. Ну, что ты бросила читать? Ну, что такое? Ты вот как я прям. Только сядешь, сосредоточишься читать, потом какая-то мысля появляется, все. Подрываешься, бежишь, что-то делать, другое. Давай читай уже. Нам нужно будет сначала, конечно, пополнить наши запасы. То есть, напоминаю, в прошлый раз мы тут установили закрытый заборчик, потому что народ растаскивает выпечку. То есть нельзя вообще моргнуть ни разу. То есть как только ставит Сим готовую выпечку, пекарь точнее, все, тут же она улетает. Вот. А также мы продолжаем тактику не повышения цен, потому что, в принципе, по правилам пекарни мы уже должны были на 15% как минимум быть, потому что там 3 дня на 5, потом 15, потом 20. Ну, короче, какой-то там небольшой промежуток, а мы уже, получается, у нас недельки 2, наверное, где-то прошло. Я так и не повышаю, я придерживаюсь тактики того, что мы берем объемом продаж, то есть не суммой за каждую покупку, а количеством. Ну, вот. Но из-за этого наши эти холодильники регулярно опустошаются прям в ноль, потому что продаж действительно много. И за счет того, что она уже хорошенечко прокачала выпечку, 4, что мы там, какой у нас там, 77, отлично, прокачивается. Вот. И мы купили вот эту духовочку. Качество вполне себе приличное, сейчас я даже гляну, какое.
Вот, потому что всю старую выпечку у нас уже, понятное дело, разобрали. Это все вот свеженькое. Что у нас тут? Нормально. Ну, как бы нормально. Нормально. И тоже нормально, да? Да, тоже нормально. Ну, это нормально. То есть у нас покупают ее за нормальную такую цену. Ну, как бы не совсем уж скупые, но этот. И плюс у нас появился выбор, плюс мы закупились овощами. Я тут еще ездила в лавочку овощную, кое-что докупила, чего, как мне казалось, не было. У нас кое-что было, кое-что не было. Видите, в каком состоянии сад. Мне, конечно, больно на это смотреть. Нужно все поливать, убирать. Тут еще жуки. В общем, кошмар и ужас. Что это такое? Это цветы, по-моему. Где, что это? Да, розовые цветы. Розовый куст, точнее. Но я их брала для денег. Так, ты опять перестала читать? Ну вот что это такое? Кто так делает? Нам чуть-чуть осталось. Вот когда в конце я заметила, что если читает симошный персонаж, то прям его надо заставлять это делать. Ну, чуть-чуть осталось. Вот ты, если не захочешь читать, давай тогда, если бросишь это дело, картофельный пирог за 22. Прекрасно. Что мы тут можем? У нас, кстати, несколько угловых столиков, несколько зеркал. Вот, настенные украшения. Слушайте, я даже не знаю, что там. Давайте сделаем настенные украшения, если ты не хочешь читать. Ну, как бросишь читать, сделай настенное украшение, я думаю, как раз будет. Вот, потому что уже прям надо бежать, если честно, готовить, потому что у нас раскупают все, мы прям очень популярны. Да, 5 штук. 5, какие 5? 4 штучки осталось всего. И она тоже уже хочет кушать. Давайте, наверное, ее пока пусть она бросает и бежит готовить, потому что, ну, хотя бы одно что-то приготовим, и потом вернемся, как раз-таки сделаем настенное украшение. Я, кстати, не знаю, что там за настенное украшение. Так, печь. Что мы можем испечь? Мы можем, может, много чего. Мне так нравится, кстати, фруктовый пирог. Так, сдобный хлеб, сладкий картофельный пирог, сырный, дрожжевой, плюшка с маком и кунжута. Да, у нас, кстати, же появилось много трав, мы уже вырастили, получается. Давайте сладкий картофельный пирог сделаем. Все, беги, беги, сломя голову. Ну, тут уже все раскупили. Я думаю, что пока она приготовит, как раз и все остальное раскупит. Но зато у нас теперь точно есть шанс сегодня открыть дверь. То есть, когда я тебя прошу не бросать читать, ты бросаешь. Когда я тебе говорю, иди готовь, то ты, мягко говоря, не идешь готовить. Зачем ты положила книжку? Велик взяла. Это смешно, как она на велике ездит. Так, не туда, куда нам? Потому что мы, похоже, уже все вообще продали, все, что можно было. И нельзя было. Надо срочно готовить. Давайте посмотрим. Мне прям страшно заглянуть в этот холодильник. Ну, это как бы, о, да, это единственный минус вот таких продаж, что все продается, абсолютно все. 100 на 128 миллионов заработали. Ну, кстати, возможно, все-таки мы чуть-чуть хотя бы на 15% повысим, потому что у нас пока совсем самая маленькая. Но, как видите, мы очень популярны. Как бы вот так вот. Еще мы починили вывеску просто в прошлый раз, потому что она, мне кажется, не работала. У нас вроде это же буханка, да, там нарисована? Вроде пекарня. Итак, пирог готов. Зоя его уже разбирает на запчасти. И у нас, на самом деле, уже пустой холодильник. Все. Они разметали все. У нас было всего 7 предметов. И сейчас мы не дадим им выбора, точнее, нашим покупателям. У нас будет только одна... А что отдельно? Что это такое вообще? У нее иногда бывает. Так, ты хочешь туалет? У нас есть, между прочим, работающий туалет. У нас есть все, что нужно любимым покупателям. Так, давай уже последний кусок, он нам важен. Все, я думаю, 8 кусочков они будут достаточно долго распродавать. Так, а это нужно обязательно в мусорку. Мы же наполняем мусорку на всякий случай. Вот если мы сейчас не сможем накопить, ну, насобирать, точнее, 5000, то мы покопаемся в мусорке. Так, давай все-таки сделай настенное украшение. Мне прям очень интересно, что это такое. Мы, конечно, 125 миллионов потеряем. Ничего, ничего, так, нет, в город мы не пойдем, если честно. Еще я заметила, что посетители очень любят тусоваться у нее здесь, когда она здесь работает за станочком. 125, кошмар. Но мы потом уже можем это все продать, но я думаю, что настенное украшение мы как раз-таки оставим. Ну что, милочка, вся надежда на тебя. Давай, пились, строгай. Что в туалет, конечно, хочешь?
Сейчас чуть-чуть, еще немножко. Давай, давай, пили. Мы достигнем своей цели. Вот, видите, к нам приходит. А, он в кустик пошел, серьезно. Они почему-то любят в кустик ходить, при том, что там есть обычный, нормальный туалет, цивилизованный. Да, я знаю, ты тоже хочешь в туалет. Иди и сходи тоже в добрый его. Кто нам тут шутки и забавы? Мы не пойдем, мы заняты, у нас есть... То есть он сходил туда и теперь ест с тарелочки какой-то... Я думаю, нас поправили. Ну, вот это не то. Фальштарт. Ну и что ты бросил тарелку? Да, я прекрасно понимаю тебя, милочка. Ты уже устала и все такое. Но у нас сегодня такая большая задача, и мы уже так близко к ней. Просто вот... Ого, мы перегрузили немножко. Мы уже прям очень близко. А, вот такие вот сердечки. Серьезно, она так и не достигла 6-го уровня. Вы серьезно? Она сделала настенное украшение, не достигла... Капец какой-то. Простите за выражение, но это так. Давай тогда пили еще что-то, короче. Я не хочу, чтобы ты книжку читал, ты вот как раз уверенная стала. Давай еще один садовый горшок. Все, садовый горшок. Я думаю, вот после садового горшка. Горшка, хотела сказать, почему. Кстати, что-то у нас перестали все покупать. Вы заметили? Мы загрузили, и никто пока... Я, конечно, понимаю, что у нас только один выбор. Ну, в смысле того, что только один пирог. И все. Я понимаю. Ну, что поделать. О, купили, да? Нет? Нет, это она. Фух. Да, так и не купили. 7 предметов, и 7 предметов так и осталось. Что-то они мнутся. Что, моя стратегия перестала работать? Серьезно? Все, наконец-то, ну наконец-то, все, бросай все в этой жизни. Мы наконец-то достигли нужного уровня. Так, я нас поздравляю. Сейчас мы будем копить бабосики. Для этого нужно, во-первых, из магазина в бюджет семьи 2, 8, 6, 6. Подтвердить перевод. Так, нам нужно еще 2000. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть тюльпаны. Конечно, такой себе. Ну, мы сейчас по симолеончику. Бессмысленная рыба, потому что она плохая. Но она стоит 12 симолеонов, тоже неплохо. Так, базилик нам нужен. Хризантемы нам нафиг не нужны. Чего у тебя настроение меняется? Ты в паузе стоишь. О, розы. Розовый куст мы удачно посадили, согласна. Фруктоны. Мы с него ничего не готовим. Так, мандрагора не нужна, потому что мы ничего такого не делаем. Так, это нам, наверное, пригодится. Скульптура пусть живет. Ладно. Теперь я бесконечная. Так, нам осталось 1000. Блин, еще много. Давайте заглянем, что она там настрогала. Так, вот, смотрите, у нас вот такая вот раскривушка. 52, 2 барных стула. Ну ладно, давайте все продадим, нам еще нужны деньги. Деньги нам нужны. Вот это вот. 75. 4 зеркала, обалдеть. Она настрогала 4 зеркала. Мы продадим эту штуку. У нас за себестоимость продается на самом деле. А вот в зеркале там, вот, 966. Слушайте, ну чуть-чуть осталось. Это же получается у нас как это называется? Бюджет этой... да что ж такое? Пекарни, короче. Сейчас мы это все переведем обратно. Нам надо, чтобы еще какие-то деньги остались, чтобы мы могли готовить, кстати. Эй, я не то схотела. Я перепутала. Все хорошо. Так. Нам не хватает еще где-то 200 симоленов, если честно. Давайте искать мебель, декор. Запрещенный прием. Перестань это все делать. Пошли. Ладно, не будем запрещенный прием использовать. Тем более, что не факт, что он сработает. У нас вот есть фруктовое дерево. Вот, продать, собрать. Собери, пожалуйста, весь урожай. Мы все-таки оставим это прямо на крайний-крайний момент. Я думаю, мы сейчас фруктами добьем. Тут есть и цветочки, и фруктики. Что ты стоишь? Тут достаточно много всего, что мы сможем продать, на самом деле.
Я же специально садила вот такие вот странные, но дорогие растения, именно чтобы можно было их продавать, потому что деньги нам, конечно, очень сильно нужны. Давай уже. Я знаю, что тебе нравится садоводство, но только надо как-то работать, а не просто стоять под деревом. А еще я предлагаю, на самом деле, что я на паузу поставила? Пусть собирается. Тут закрывать уже пекарню, потому что что-то как-то никто ничего не покупает, все как-то грустненько, пустенько. Да, ни одной продажи так и не произошло. Короче, дело к ночи. Вот хлопните холодильником, покажите свой прогресс. Вот, хлопнула, ничего не купила. Последний давай хлопни. Да, что-то низко. Наверное, моя тактика не работает, слушайте. Хотя вроде только что было все хорошо. Да, я знаю, ты устал. Что такое у тебя? Отвратительный куст, грязный куст. Все. В общем, все, закрывай все это дело. Что у нас не этот. 151 я сейчас запишу себе в этот в списочек, где я составляю все, что было заработано в пекарне. Все, харе хлопать холодильником, мы закрылись. Мужчина пританцовывающий уходит от нас. Сейчас еще чуть-чуть, и все. Вот мы сейчас соберем все фрукты и ляжем спать, честно. Мы сейчас откроемся. Я тебе обещаю, мы ляжем спать. Собака уже, короче, легла спать. Я хотела ее, кстати, перенести в дом, но сейчас понимаю, что зачем, ей и так вроде хорошо. Здесь теплички пока нормально, тем более пока лето. Вот. Дожди наконец-то прекратились. Так, ну что у нас там? Давайте проверять. Фруктонов ты и насобирала? Что-то перебор по этому, по зелени. О, клубничка, кстати, у нас появилась. У нас есть фруктоны. 150. Этого маловато. Но у нас есть 5000. Я думаю, мы можем... Вот, все. Так, поставим на паузу. Еще вот цветочки собираем. Продаем, чтобы мы вообще без денег не остались. Нам нужно все-таки розочки. Они хорошо пойдут сейчас. Да, 261. Шикарно, я считаю. Итого, проверяем. У нас должно быть 6 механика. Сейчас мы денежку отнимем. Мне должно остаться 4, 4, 3. Окей. Все, мы отнимаем 5000. И открываем двери. Я нас поздравляю. Первые двери открыты. Мгм. Так, мы их, они у нас сейчас открыты. Разрешить доступ нужно вот запереть, открыть. Ну, а теперь нам нужно так, запереть всех, кроме членов семьи. Вот. Потому что иначе все полезут туда. Это тоже мы открываем. Разрешить доступ сотрудники дворецкие, Зоя, семья. Вот у нас семья. Чтобы собака тоже могла как-то себя хорошо чувствовать. Так, и это тоже открываем. Так, семья. Все, только семья может туда попасть. Давайте назначим ей. Иди сюда. Проверим, работает ли наше разрешение. Так. Собачка куда-то направилась. Может, сейчас собачка подойдет. То она все терлась у этого входа. Вот этого. Грустная собачка. Что собачка-то такая грустная? Она у нас какая-то очень активная, ей внимание постоянно нужно. Она пописать хотела. Все нормально. А теперь веселая. Так, Зоя к нам идет. Уже уставшая, грязная. И у меня тупит компьютер. Все прекрасно. Смотрите, наша дверь открыта. Класс. Все, на сегодня это все. Увидимся завтра. Ну, в смысле, серия еще не заканчивается, потому что завтра увидимся. У нас еще полно дел. Итак, новый день, новые задачи. Вчера мы хорошенечко потрудились, и я думаю, что пора на самом деле уже будить мою Зою, потому что уже надо бы открывать пекарню. А для того, чтобы нам ее открыть, нам нужно приготовить побольше выпечки нашей, потому что мы ее хорошо распродаем. Хотя в прошлый раз у нас, получается, всего 7 предметов было продано, и мы продали абсолютно все, опять-таки. Потом догрузили в наш холодильник еще что-то одно, но нас это не купили. Вот. Цельный сладкий картофельный пирог остался. Вот, поэтому предлагаю до открытия
что-нибудь, чего-нибудь 2 испечь, а потом она уже будет в туалет ходить, умываться, стираться, вот это все. Нам надо быстренько все приготовить. Давляйте. Давайте плюшки с маком и кунжутом. И, чего еще? И что-то еще нужно, на самом деле, нам спечь. Печь. У нас какие-то тут тарелки. Это все, наверное, посетители нам тут. Мгм. О, давайте фруктовый пирог еще. Вот у нас будут плюшки и 2 пирога. Или для разнообразия, может, вот, давайте сырный хлеб, чтобы у нас было 3 разных, всяких штуки. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Да, она молодец, она идет коротким путем. Наконец-то ей не нужно делать сальто морали вокруг всего этого. Так, это нам нужно выбросить. Насте мунитаз. Ну хорошо, мы как раз поупражняемся в механике, хотя механика нам сейчас уже не нужна. Но в любом случае мы не можем, мы уже перегрузили все. Так, пока наша Зоя готовит, я хотела вообще показать вам дом, провести какую-то небольшую экскурсию, потому что я его так внешне показывала, немножечко рассказывала, но подробности, что опять? Опять укусила Бел. Что она за сумасшедшая собака? Вот ее постоянно кто-то кусает. Вот так это выглядит снаружи, то есть у нас получается 3 жилых этажа. Он на самом деле очень большой, этот дом, надо тут ремонтировать, не, не переремонтировать. О, 5-й уровень, отлично. Мы уже, кстати, можем зарабатывать деньги и обновлять пекарню. Нам осталось тогда только деньги заработать. Вот, в общем, он такой очень большой, с такими вот декоративными балкончиками, потому что выход на эти балконы нету. Я, кстати, хотела сказать о том, что мы же сейчас будем копить. Да я знаю, что ты у нас в дискомфорте. Ну, терпи. Бум, она меня сбила с того, что нужно вот это, короче, все поубирать, все привести в порядок. Потому что это все, конечно, выглядит ужасно. И для этого нам нужно по 1500 на помещение. Ну, то есть, как бы, в принципе, разрешение стоит 1500, но учитывая, что у нас 3 помещения, я решила, что 4,5 будет как раз. И по 5 садоводства. Ну, садоводством она сейчас займется, в принципе, у нее уже хорошо прокачано. Сейчас я посмотрю. Я, по-моему, у нее 4 или 3 уровень. 4 уже сейчас будет 5. Что-то без проблем у нас будет. Так, она уже там молодец, приготовила. Так, давайте я теперь покажу. Или 4 у нее этажа? У нее 4. А куда ты ходила? Что ты такое делала? Крючочек. Так вот, у нас здесь вот он вход в наш дом. И получается, здесь немножко кривовато, неудачно я немножко сделала, но здесь типа коридор. Здесь тоже маленький коридорчик. Здесь типа гостиная-столовая. Здесь будет большая кухня тоже со столовой. Ага, вот она сюда принесла. Вот так вот. Негодяйка. Да что ж такое? Что, скунс? Гнусный запашок поблизости от питомца, который... Нашего питомца еще и скунс обшикал. Неугомонная собака. Так вот, у нас вот большая кухня будет. Ну, тоже со столовой, но здесь будет больше столовая. В общем, вот так вот немножко странненько. Потому что основная гостиная у нас будет вот здесь. То есть, видите, у нас здесь этот камин. Опять укусила белка. Не буду комментировать уже. Вот, гостиная получается, здесь ванная, и здесь спальня основная, типа master bedroom у нас здесь находится. Я здесь, кстати, ничего не закрывала, потому что пользоваться здесь ничем невозможно, потому что ничего нету, по сути. А здесь у нас большой кабинет и типа детская. Ну, то есть, видите, какая здесь большая комната и еще одна ванная получается. Ну, кстати, возможно, master bedroom перенесем сюда, например. Не знаю пока. Я так приблизительно раскидала все это дело, а как оно получится, я не знаю в итоге. Ну, кстати, может, можно, потому что здесь кабинет рядом, здесь спальня, а здесь, я не знаю вообще, будут ли у нее дети, и нужна ли ей. Может быть, там просто 2 спальни сделать, ну, там типа одна гостевая. Вот примерно как-то так. Что ты? А ты ты серьезно, ты здесь готовишь? То есть у тебя... Надо срочно ее убирать, потому что она запорит нам всю выпечку. Нормально, отлично. Сейчас я уберу эту духовку. Я думала, что ее на самом деле это не рабочая. Я думала, это из эко-жизни получается. Пау, пау.
Так, мы наполнили наш холодильник, но почему-то у нее все нормального качества. У нее вроде уже все хорошо, но она почему-то нормального качества. Я знаю, да, иди чини этот. А, нет, подождите, стоп, стоп, стоп. Она не может пока в туалет идти, потому что ей нужно... Чего? А чё ты не можешь открыть магазин? Заведению недостаточно средств. Уф. Нам нужно срочно перевести средства. Так, чё, 200, давайте. Переведи. Открой, пожалуйста, магазин, потому что у нас уже все отлично. У нас уже 3 вида всяких вкусностей. Да, выглядишь ты паршиво, согласна. Все открыто. Да, ты хочешь в туалет, но для этого нужно сначала его починить. Ух, как тут все плохо, еще пауки тут лазят. Все шикардос. Давай, я в тебя верю. Что, у нас уже что-то купили? А. Так, почисть, пожалуйста, потом сходи. Да-да-да-да-да. А что, никого нету еще? Мы же открыли магазин. Никого нет, обычно сразу налетают. Давай уже быстрее, быстрее помоешь, быстрее сходишь. Потому что если она сходит на грязное, будет еще хуже. Будет вообще капец. Так, давай уже. Где наш О, посетители пришли, отлично. Давай быстрее мой. Что я решила его схватить? Прими душ, собака, все хорошо. И покушай что-нибудь. Мюсли. У нас пока нету ни холодильника, ничего официально. В ее доме нету, поэтому мы по-прежнему едим из этого холодильничка. А еще, кстати, у нас отключили свет, ну, на нашем жилом участке. Вот нам уже торжественно сообщили о том, что ай-яй-яй, вы не заплатили, вы ничего не заплатили, поэтому мы вам все включаем. Мы такие хорошие люди. Ну, жизнь спать хочет. А еще на улице жарень. Прям как у нас сейчас. Еще до сих пор в туалете сидишь. Бедолага. Так, ну что? Вы что-то будете покупать? Это читает, сидит. Ну, там они вроде уже готовы на покупку. Вроде не такие хлопальщики холодильников. Не такие активные хлопальщики, точнее. Как некоторые в этом же челлендже могут быть хлопальщиками. Но в итоге нет. Все просто хлопают. Даже в ускоренном варианте. Все 2 часа, правда, прошло. Обычно первая покупка часов через 5 происходит. Я не знаю, почему так, но они долго раскачиваются. Симпатичный молодой человек. Там с ним познакомиться. Ее папа же нашел себе супругу... О, спасибо. Через 2 часа. Нет, я ошиблась. И хорошо, кстати, купил. Собака опять этот скунс? Или все еще этот скунс обрызгал? Так, что у нас купили? Покажите нам. Сырный хлеб, 26. Крутяк. Крутяк. Так, я вроде в прошлый раз я записала, что у нас там было. Текущие. Ну, в прошлый раз мы 150 с чем-то заработали. Я все записываю, но мы там даже еще 1000 стимулянов не придвинулись. А нам нужно 4000 для того, чтобы привести в порядок нашу пекарню. Все это еще работать и работать. А это еще моется и моется. А мы не можем помыть собаку, на самом деле. Нам... А что-то ее голышом вышло. Я не поняла, что это за протест. Типа, мне настолько жарко, что я из душа буду вот так вот выходить. Не, ну мне, конечно, тоже иногда хочется. О, она форму наконец-то одела. У нее же форма есть, точно. Я забыла, что я ей делала форму. Так, куда ты пошла? Стоп. Куда она пошла? Расскажите мне. В какое такое интересное место? Да, я понимаю, тебе жарко. А что ты так оделась, если тебе жарко? Так. Нам вообще-то надо идти и наш сад приводить в порядок, потому что он сейчас уже погибнет, мне кажется. Потому что все очень плохо. Тут все в сорняках. Все засохшее. В общем, кошмар и ужас. Где-то здесь еще жуки были. Где вы, жуки? Иди занимайся садом, тем более, говорю, нам надо прокачать наш сад. И заодно денежек подзаработать. Кто там чавкает? Собака чавкает? Ой. Собаке плохо.
Ну, дадим ей лакомство. Короче, видимо, этих оздоровительных лакомств нам нужно покупать просто тонну сразу, потому что наша собака какая-то безбашенная, она вечно где-то тусуется, ее вечно кто-то кусает, она вечно куда-то попадает, что, в общем, надо приводить ее в порядок и в чувство, я бы так сказала. Это кошмар, конечно. Сырный хлеб 26. Ну, хорошо. Я пока держусь на 5%. Что, все? Ты не можешь поливать, да? Серьезно? Ты серьезно? Где наша собака? Дай это собаке. Где собака? Эй, Чуби, ты где спрятался? А, ну вот она. Давай тогда. Да я в курсе, что ты все себе отменила, тебе жарко, тебе хочется спать, а надо работать, между прочим. Хотя, может, ее уложить ненадолго поспать? Мне кажется, она уже... Ну, как-то подремай, пожалуйста. Не очень счастливая, конечно, у нас женщина. Так, всё, собачка сама к нам идет, да? Чуби, давай мы тебе лакомство дадим. Каждый раз, конечно, ездить в ветеринарку, это у нас никаких денег не хватит. Она решила пожамкать мячик, вместо того, чтобы дать этот. У нее все настолько плохо, что она, короче, вообще ничего не может делать. Отлично, иди, короче, поспи немножко. Может, ты как-то получше себя будешь чувствовать. Надо будет, наверное, ее переодеть, потому что ей в этом жарко. Ей это добавляет дискомфорта. Она и так в дискомфорте. Так, у нас что здесь? Посетители полуголые. Так, Зоя немножко поспала, переоделась. Я думаю, как-то получше будет. Дай все-таки лекарство своей собаке. О, у нее температура, что ли? Кошмар какой-то. Я без душа ничего с ней не смогу сделать. Особое лакомство. Чего тут? Уход за питомцем. Что случилось? Попросить сходить, поднять, поводок, купать в ванной. У нас нету ванны, вот в чем дело. А там какая-то ванна есть на верхнем этаже. Мы не можем ей пользоваться пока что. Ну, нельзя. Да, хотя бы лакомство. Ну, видите, она какая уверенная, веселая. Ну, после дневной дремы всегда хорошо переждать жаришку самую-самую. Давай лечи свою собаку, стоишь довольная. Вот видите, что с нашим садом происходит? Кошмар просто. Она что-то стоит, втыкает. 100 продажи хорошо идут. Хоть какая-то радость. У нас вообще уже скоро все закончится опять. Да, придется, видимо, за счет этого каждое утро начинать с того, что пополнять холодильники. У нас 10 продаж, 252. Крутяк, я еще на самом деле останусь. У нас же, ну, открытым смысле. У нас же есть что-то еще. Вроде должно быть. 10, у нас 3 по 8 было. Да, еще есть. Нормально. Так, я в курсе, да, в курсе, что ты у нас не огонь, женщина, уже немножко подуставшая. Но, блин, не хочется потерять свой сад из-за вот этого всего, что она себя плохо чувствует. Что там? Мусор. Я надеюсь, с собакой все хорошо. Она так упала. Мне кажется, что у нас воняет с вкусом, но... Ну, хоть что-то, какое-то желание мы ее исполнили. Поливать в саду. Давай, поливай, поливальщик. Что-то как-то не очень прополоть. Да, прополи, пожалуйста, еще. И собери весь урожай. И все будет идеалиш. Нам надо зарабатывать 4500. Так, ну что ж, на этой прекрасной ноте с уставшей Зоей я предлагаю закончить, потому что сейчас она уже дополивает. Я думаю, мы закроем пекарню и пойдем тоже спать. В смысле, она пойдет спать. Вот. Зато мы за эту серию сделали очень много. Мы сделали главное дело, открыли основной дом, основные двери. Дальше уже будем продолжать. Ну, то есть после того, как я... Где она делась? После того, как я поубираю все снаружи,
мы уже будем наконец-то приступать к комнатам. И я думаю, что первое, конечно, это будет кухня. Хотя, может, нет, давайте, наверное, ванную первую сделаем, потому что ванная очень сильно нужна. Если без кухни как-то еще можно обойтись, то без ванны сложно, потому что, видите, наша собака постоянно попадает в какие-то передряги, ей нужна ванная, ну, то есть ее нужно мыть ванной, и нам очень сильно надо это все дело, и я думаю, Зоя не откажется от принятия горячей ванны, потому что лето скоро закончится, будет холодно и захочется погреться. Вот. Так что до следующих серий. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.